Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Н+, Олега Дерипаски построит Забайкальскую ТЭС на угле. Три энергоблока по 350 мегаватт каждый с вводом в эксплуатацию в середине 2031 года. Борис Леонидович, компании услышали президента и взялись за уголь или что-то тут другое? Ну, давайте здесь как бы отдельно логика нашего уважаемого правительства, нашего замечательного Министерства энергетики, отдельно логика компании N+. М, Общий такой флер вокруг компании EN+, это приватизированная гидроэлектростанция, работа с алюминием и так далее. Но EN+, никогда не уходила из угольной темы. Напомню, что на угольном разрезе на месторождении Кибастуз в Казахстане работает ровно одна компания, на 100% принадлежащая компании N+. То есть, мягко будет сказано, господин Дерипаска в теме, или кто у него отвечает за энергетическое направление, разбирается совершенно профессионально. На всякий случай, опять же, напомню, что экибастузский уголь у нас поступает вплоть до Среднего Урала. Причины, по которым не переходят на новые марки, это отдельный большой разговор. Объем добычи есть. То, что у нас сорвалось строительство угольных электростанций в Казахстане, межправительственное соглашение, Интеррау не смогло найти финансирование на тех условиях, которые кого бы то ни было могли устраивать. По соглашению предусматривался межправительственный кредит, он не сложился, финансирование из банка ЕАЭС не сложилось, финансирование на тех условиях, которые предлагают коммерческие банки России, вызвали в Казахстане отрыв. 25% годовых при строительстве электростанции. Мы продолжаем охлаждать экономику. Но это отдельная тема для разговора. Объем добычи на Экибастузе от этого не изменился. Крупнейшая угольная электростанция России, Равчинская, по-прежнему работает на Экибастузском угле. Здесь все в порядке. Что касается проекта в Забайкалье, Забайкальская ТЭС. Именно ТЭС, выработка только электроэнергии без выработки тепла, что тоже вызывает здоровое недоумение. Забайкалье это, ну, прямо скажем, не Мадагаскар. Достаточно далеко расположено от экватора. Ну, вот такое решение принято Министерством энергетики, системным оператором, пусть будет. Ключевой актив в Забайкалье ОН+, Зашуланское каменноугольное месторождение. Это совместное предприятие ЕН+, и китайского партнера Шанхуа. Называлось изначально, достаточно давнее совместное предприятие, современное название CHN Energy, китайский партнер. Итоги 2025 года официально не подведены, но ориентир 220 тысяч тонн. Не сильно много, связано с тем, что уголь надо еще уметь вывозить, и уровень цен на уголь в Китае не позволяет хотя бы какую-то маржу получать, поэтому такой небольшой объем. По проекту полка добычи должна составить 7 миллионов тонн угля в год. На какой объем сумеют выйти, по плану это 2027 год, время ввода в строй угольных энергоблоков 2031. Что у нас на глазах делает господин Дерипаска? На день сегодняшний по проекту Зашуланского месторождения стопроцентная зависимость от Китая, строительство электростанции сводит эту зависимость практически на нет. Что если электростанция выйдет на полную мощность, то это порядка 3,6 миллионов тонн угля в год. Соответственно, на мой взгляд, компания ЕН+, у нас на глазах делает то, что должна бы делать вся угольная отрасль России. Снижать экспортную зависимость, чтобы не иметь такой критической проблемы, когда цены на мировом рынке падают. В данном случае господин Дерипаска будет строить себе якорный проект внутри России, и в зависимости от того, как будут складываться дела в Китае, будет поставлять либо в Китай, либо не поставлять в Китай. Либо поставлять в Китай, но не самый большой объем. Двойной заработок на добычу угля и на продаже киловаттов, конкурсный отбор мощности предусматривает плату за мощность, за электроэнергию.
Соответственно, поведение компании Дерипаски как частного собственника, ну, абсолютно логично. Если не получается зарабатывать на экспорте угля, будем зарабатывать на внутреннем рынке за счет продажи не угля, а киловатт-часов. И мне почему-то кажется, что все-таки гигакалорий тепла. Так что можно относиться к этому по-разному, но логика абсолютно прощупывается, и сказать, что она неправильная с точки зрения частного владельца, не получится. Теперь, что меня удивляет, ну или как настораживает, так скажем, в происходящем, это стоимость, конечно, достаточно фантастическая. Там что-то у нас получилось больше 700 миллионов за киловатт-час в рублях. Ну, грубо говоря, дорого. Несколько дороже, чем строительство атомных электростанций. Ну, такая у нас ситуация с энергетическим машиностроением. У нас государственных компаний, которые энергетическим машиностроением занимались бы, кроме тех, которые входят в контур Росатома, нет. Росатом энергетическим машиностроением занимается для нужд атомной энергетики, для нужд ветроэнергетики теперь. Но не более того. Углем пока самостоятельно Росатом не занимался, несмотря на все новые вводные, которые пошли в городе Северске по угольной электростанции, которые там полностью модернизировали, там и стопроцентная переработка золы и так далее. То есть нельзя исключать, что Росатом присмотрится к угольной отрасли и решит, что надо заниматься еще и этим. Что еще настораживает? Нет дополнительных требований по расходу топлива на производство киловатт-час. Есть общее положение, содержащееся у нас в таблице номер 20 на странице 59 нашей генеральной схемы размещения новых объектов генерации на период до 2042 года. Там для угольных электростанций предусмотрен расход 313 грамм на киловатт-час. Для того, чтобы было понятно, почему я этим удивлен, это расход на докритические технологии. То есть, как в XIX веке англичане научили нас уголь сжигать, так мы его и сжигаем. Чтобы было понятно, есть данные по ультрасверхкритическим угольным энергоблокам в Китае 275 грамм. Разница вроде бы в граммах небольшая, а в процентах 38%. Это означает, что наше предложение строить угольные электростанции на экспорт на фоне того, что способен предложить Китай, не проходит. 38% разницы по топливу – это деньги. Деньги достаточно серьезные. Нет требований со стороны Министерства энергетики, соответственно, у тех наших компаний, которые участвуют в конкурсных отборах мощности, не будет никакого стимула заниматься новыми технологиями. То есть мы в очередной раз наблюдаем, когда слова президента России о том, что надо переходить на новые технологии, отвечающие современным экологическим требованиям, правительство не слышит. Причина неизвестна. Если кто-нибудь сможет подсказать, пожалуйста, пишите в комментариях. Буду искренне рад. Почему вот эти ультрасверхкритические параметры пара и отвечают еще и экологическим требованиям, достаточно очевидно. То есть, утрируя, если у нас для производства киловатт-час требуется килограмм угля, в Китае минусуем 38%, 620. Киловатт-часы одни и те же, количество сожженного угля, соответственно, золошлаковых отходов, соответственно, нагрузки на фильтры совершенно другие. Да, это новые экологические, но они же и экономические требования. Если посмотреть на статистику Китая, да, капитальные расходы при строительстве ультрасверхкритических угольных электростанций процентов на 50 больше. Но при этом оперативные расходы на 30 с лишним процентов меньше. За время работы угольной электростанции, это порядка 50 лет, эти расходы окупаются многократно. Мы сейчас в нашей замечательной генеральной схеме на период 1942 года фиксируем технологии 50-х лет прошлого века. Почему? Сложно сказать. Почему этот вопрос не обсуждался ни с какими экспертами, кроме тех неизвестных лиц, о которых часто вспоминает Министерство энергетики, тоже сложно сказать.
Настроение среди тех экспертов, которые действительно понимают, что такое угольная энергетика, мягко будет сказано, отличаются от настроения Министерства энергетики. Нам нравится фиксировать технологии прошлого и чуть ли не позапрошлого века. Ну, наверное, так вот оно и будет продолжаться. То есть логику компании ЕН+, которая, собственно, уголь будет превращать в киловатт-часы и получать деньги не только за киловатт-часы, но еще и за мощность, понятно. Логика действий правительства, которое при этом не требует развития технологий, непонятно. Ну, наверное, у меня слишком новогоднее настроение, я какой-то непонятливый после праздников. Какие соображения есть у вас, уважаемые зрители и слушатели, пишите, делитесь, обсудим. Надеюсь, что это не последняя передача, касающаяся угольной генерации. Борис Леонидович, такой вопрос напрашивается. А Российская Федерация вообще обладает необходимыми технологиями, компетенциями, ну, производственными мощностями, чтобы строить современные, экологичные, ну, и технологичные угольные электростанции? Вопрос задает человек, который живет очень близко к городу Подольску, где в 1971 году был произведен ультрасверхкритический котел ПК-37, работавший в составе Каширской ГРЭС на подмосковном буром угле. Температура пара на выходе 610 градусов полностью соответствует всем современным требованиям. На дворе был 1971 год. Мощность блока 100 мегаватт. Точно известно, что это заводской проект, это не экспериментальный. Экспериментальный ультрасверхкритический блок впервые в Подольске был построен в 1946 году. Ну, соответственно, и впервые в мире. Так получилось. Не собирался Подольск выходить на такие параметры по пару, на такие параметры по котлам, но была личная просьба академика Патона, которому Подольский машиностроительный завод был должен как земля колхозу за все то, что он поставил на заводе по сварочным технологиям. Не могли отказать, поэтому в 1946 году вот такой блок он попросил, ему сделали, 20-мегаваттный. Четверть века спустя его превратили в 100-мегаваттный, и он не экспериментальный, здесь все в порядке. Проект актуализирован под имеющиеся сплавы, дальше развития не получил, спроса нет. Заказы на завод не поступают. Где можно изготавливать такие сплавы? Ну, во-первых, можно, конечно, договориться с нашими металлургическими компаниями, правда, неизвестно, какая будет цена. Во-вторых, конечно, можно наладить это производство в Донбассе, где производственная вертикаль не рассыпана в силу того, что владельцы заводов, домов, пароходов в основном уезжали в город Киев, хотели руководители Донецкой и Луганской народных республик национализировать все их имущество или не хотели, просто пришлось сделать. На день сегодняшний вся производственная цепочка, отдельное предприятие, находится на балансе правительства Донецкой Народной Республики. О том, какой проект восстановления промышленности разработала рабочая группа, ну, я думаю, стоит сделать какую-то отдельную передачу. То, что Донбасс справится с любыми сплавами, ну, лично у меня как-то сомнений не вызывает. Если у кого-то есть, пишите. Что касается фильтров нового поколения, у нас есть собственная разработка Всероссийского теплотехнического института. 99,7% твердых веществ остаются на фильтрах. Что касается переработки золошлаковых отходов, более 2 десятков патентов в исполнении Росатома, мы в Северске это видим. 100% переработки. Золошлаковые отходы становятся частичной заменой цемента, становятся для использования, естественно, в строительной отрасли изготавливаются шлакоблоки, идет подсыпка под автомобильные дороги и так далее, и так далее. Все это уже известно. Здесь, на мой взгляд, никаких хитростей нет, что уверенно доказала Индия в 2023 году, перейдя по всей стране на 100% переработки золошлаковых отходов. Индия. Сказать, что мы отстаем от нее по технологиям, невозможно. Можно перечислять и дальше. То есть все технологии у нас имеются, требуются организационные усилия для того, чтобы это все привести в порядок. Кто будет прилагать такие организационные усилия, кто будет настаивать на реализации этого проекта, для меня пока загадка.
Единственное, что я позволю себе напомнить, еще до Нового года я предлагал собраться уважаемым экспертам отрасли для того, чтобы у нас произошло хотя бы какое-то объединение. То, что это необходимо объединение именно независимых экспертов, на мой взгляд, достаточно очевидно. Все документы стратегического планирования, которые мы видим в исполнении различных министерств нашего правительства, узковедомственные. Яркий пример – энергетическая стратегия. Я не исключаю, что тем неназванным экспертам, нет ни одной фамилии, никому не известно из открытых источников, кто является разработчиками этой стратегии. По ней видно, что стратегия сделана так, чтобы не затрагивать зоны интересов других министерств и ведомств. Можно размышлять об энергетической стратегии, но при этом не видеть никаких планов, перспектив, прогнозов по энергетическому машиностроению достаточно странно. Думать о наращивании объемов поставок СПГ за рубеж без, так скажем, решения целого ряда транспортных вопросов тоже достаточно странно. Это с одной стороны. Но с другой стороны, наше министерство работает на основании тех регламентов, которые у них имеются. Выйти за ведомственные рамки невозможно. Поэтому, на мой взгляд, группа экспертов, которая не имеет вот такой зависимости от различных министерств и ведомств, конкретных энергетических компаний, необходим. Но предпраздничное время такого качественного провести такое серьезное совещание, на которое я в очередной раз приглашаю всех, кто заинтересован в развитии топливно-энергетического комплекса электроэнергетики России, не получилось. Будем надеяться, что по окончании каникул новогодних мы справимся с этой задачей. Единомышленники есть. Хочется верить, что мы сможем справиться с организационными вопросами, несмотря на полнейшее отсутствие финансирования. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещаем на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всем всего доброго, всем спасибо за внимание.